Пока ты не полюбишь себя, тебя никто не полюбит. Эта фраза преследовала меня всю мою жизнь. Я слышала ее в фильмах и в песнях, ей следовали главные герои ромкомов, ею вдохновлялись в интернете миллионы. Во мне же она никогда не отзывалась. Я ее находила слишком категоричной. Неужели девушки моего возраста, которые в отношениях уже успели полюбить себя, когда они успели, нам всего по 16? А успею ли я полюбить себя? Это же дело всей жизни. Меня эта мысль только пугала и демотивировала, оставляя один на один с мыслью, а что, если я не успею полюбить себя? Я всю жизнь буду одна. Сейчас мне почти 24 года, и я все еще не понимаю эту мысль. Но после 3 месяцев воздержания от всего любовно-романтического я решила ее перефразировать. Пока ты не познаешь цену своему времени, своим силам, своим чувствам, ты будешь соглашаться на меньшее, чем заслуживаешь на самом деле. Так что давай поделюсь своим опытом отказа от свиданий и принятия такой штуки, как целибат. В школьное время у меня было много влюбленности, но ни одна не была подпущена близко. Как только я узнавала о взаимности своей симпатии, то я сразу выбегала, только пятки сверкали. Так было в 11 лет, так было в 14, 18 и даже в 21. Тут я передаю привет своему тревожно-избегательному типу привязанности и прошу вас узнать свой тип, потому что так легко винить мир в неправильных мальчиках. Но сложнее уже брать ответственность на себя за свои неудачи и работать над этим, если тебе, конечно, хочется иных результатов. Мне вот захотелось, правда, до этого я должна была пройти через десятки никуда не ведущих свиданий и общений. Вроде мое первое тиндер-свидание случилось лет в 19. Москва, лето, помню, как ехала на метро 40 минут, помню, как нервничала до тряски тела. Помню, как меня осенило, что я еду на встречу, в которой заинтересованы 2 человека. Значит, успех этой встречи на 50% зависит от меня и на 50% от него. Откуда-то в моей голове была мысль, что все будет хорошо, только если я буду ответственна за это свидание на все 100%. После принятия нового факта стало гораздо легче и спокойнее. Тело больше не дрожит, а значит, на свидание можно идти менее трясущейся походкой. В середине которого выяснилось, что я забыла его имя, из-за чего было очень неловко. Под конец же я поняла, что мне не настолько интересно, сколько должно быть, поэтому после стакана сидра я сказала, что мне нужно идти на встречу с подружкой, и ушла. Встречи с подругой не было, как и повторного свидания с тем мальчиком, которого я случайно назвала именем своего дяди. Были также свидания, которые инициировала я, только под предлогом, что я фотограферка и могу его фотографировать на пленку. Мне тогда казалось, что симпатичные мальчики не пойдут на свидание только из-за меня, поэтому я должна предложить им что-то взамен, типа фотосессию. Такая глупость, но было, что было, то есть незнание своей ценности. Одно такое свидание переросло в близкое общение и даже знакомство с его друзьями. Тем не менее, во мне было недостаточно смелости, чтобы открыться ему, показать свои чувства, даже просто принять его чувства ко мне. Это было перед пандемией, мы не могли видеться, что было очень на руку моей испуганной его заботой и вниманием психике. Еще одна недача, так я это называла. Ощущение неудачи для меня полностью связано с неоправданными ожиданиями. Какие у тебя ожидания от свиданий? Что ты хочешь от людей, от общения с ними, от целования с ними? Я этого не знала, точнее знала, но я надеялась, что это неправда. Мне хотелось верить, что я хотела отношений, любви, что я хотела себе парня, который бы называл меня своей девушкой, но на деле я хотела внимания, взамен которого я ничего не должна. Я хотела красивую, киношную, романтизированную картинку, к которой я совершенно не была готова. Так что пришло время для осознания, что требовать от жизни киношности совсем нереалистично. И надо бы пойти в терапию, чтобы понять причины своего поведения и осознать, что ты стоишь большего, чем мимолетные встречи с послевкусием похмелья и растоптанного достоинства. Ну, кстати, маленькая пометочка, что на этот процесс у меня ушло совсем не пара недель, а больше. Нужно время на усвоение новых факторов и исследование новым паттернам. Но это стоит того, ибо как только я вспоминаю ту Арину из 2019-го, слезы на моих глазах наворачиваются immediately. А сколько гордости просыпается за этот путь в терапии, преодоленный мной вообще. Я думаю, что если бы 20-летняя Арина увидела меня сейчас, она бы не могла поверить своим глазам тоже. И в моменте кажется, что надежды нет и изменения никогда не настанут, что совсем не так. И это одна из фраз, которую я часто слышу от своей терапевтки, что мы сами свой рост редко замечаем, а для глаза со стороны, особенно специалистического, это заметно гораздо сильнее.
Так что, если ты чувствуешь, что тебе тоже нужен этот взгляд со стороны на свою жизнь, на свой прогресс, на процесс проживания всех этих эмоций, то сервис подбора и видеоконсультаций с психотерапевтами ясно будет очень кстати. Там тебе помогут понять, зачем ты избегаешь те или иные ситуации и как перестать этого делать во благо себе и своему будущему. Ты встретишь лишь самых опытных и проверенных специалисток, благодаря которым ты сможешь узнать себя получше, принять себя и понять, какие шаги еще сделать навстречу той самой лучшей жизни. А еще на сервисе Ясно психотерапевты провели более 1,5 миллиона сессий. Это 1,5 миллиона ответственных бесед, в том числе мои. Все конфиденциально и безопасно. А при выборе терапевтки ты можешь взглянуть не только на описание ее опыта и образования, но и видеовизитки у некоторых специалистов в Ясно они тоже есть. Это поможет заранее понять, сходитесь ли вы по вайбу с психологом, нравится ли тебе манера речи, жестикуляция, ибо это очень важно. Но с промокодом Ариин вы получите скидку в 20% на первую индивидуальную или парную консультацию при регистрации. Так, а чем мне там мимолетные встречи не понравились? Давайте-ка вернемся к этому. Вообще сейчас существует множество названий для любого вида отношений, и, как мне кажется, ты лишь с опытом поймешь, чего ты на самом деле хочешь. Так, за последние пару лет я поняла, что встречи раз в пару недель, свободные договоренности, открытые недосказанности мне совсем не к лицу. Но одно дело осознать свои намерения, другое — следовать им. В прошлом году я заметила очень интересную закономерность. С кем бы я ни начинала общение и романтическое сближение, этот кто-то сбегал от меня. Буквально. Тут можно пошутить про карму, про то, что теперь со мной поступают так, как я поступала с людьми раньше. Но тут было что-то большее. Дело в том, что почти каждый парень после какого-то времени нашего общения кто-то уезжал. И я не была причиной для этого. Может быть, косвенной. Так что начала 2023 год с пугающего осознания. Я застряла в какой-то свиданнической петле. Что незнакомство с парнем, то его скорый отъезд из страны, или мой, или нас обоих, но в разные. Будто я и мой потенциальный интерес были разными магнитными полюсами, и при столкновении мы просто отталкивались. С меня хватит, я устала, подумала я 14 февраля, сидя с подружкой в кофейне. Так я и решила начать целибат. Я думала, что целибат означает лишь сексуальное воздержание, но в интернете услышала, что это может воздержание быть также и от романтических, свиданических и флиртовых порывов. Так что было решено до лета перестать ходить на свидания, видеть в каждом симпатичном парне потенциального партнера и просто перестать видеть в каждом выходе из дома возможную встречу с тем самым принцем. Если вы еще не поняли, то в подростковом возрасте я была помешана на ромкомах. А в детстве у меня был большой дефицит мужского, отцовского внимания, поэтому такое решение, как целибат, дало мне пощечину. Ведь что есть жизнь, если не постоянный поиск внимания и одобрения от мужского пола? Первая неделя после 14 февраля стала решающей. Меня сбивало с ног, мотала из стороны в сторону, бросала в кровать на сутки, обливала холодным потом, а в голове лишь одна мысль — написать любому, кто может дать мне внимание. Тиндер был удален. Наряды больше не подбирались, исходя из мысли произвести на него впечатление. Сколько, оказывается, моих действий были продиктованы отчаянной жаждой внимания. Спустя месяц я заметила, как мне спокойно, как моему ментальному здоровью стабильно. Я искренне уверена, что это заслуга удаления Тиндера, потому что каждые 5 минут, что я его обычно листаю, я это делаю с таким лицом. Это само происходит. И уже через пару недель я видела в парнях не потенциальных дарителей букетов, а людей, которые просто существуют рядом со мной, и они мне ничего не должны, как и я им. Мое отрешение от мирских забав продлилось 3 месяца. 3 месяца без флирта, без поцелуев, без свиданий, без постоянного поиска того самого, в котором, мне кажется, я находилась буквально с момента осознания моей слабости перед эмоционально дистанцированным отцом. Только я научилась писать свое имя. Только я научилась заплетать косички своим куклам, я уже бегала за 2 мальчиками сразу. Но сейчас не об этом. Это первые 3 месяца за всю мою сознательную жизнь, когда я не ищу и не жду чужого интереса, заботы, внимания. Когда мой фокус наконец-то сместился на то, каким я вижу этот мир, а не то, какой этот мир видит меня. Я наконец-то поняла, как же это было утомительно видеть в каждом симпатичном парне того самого, ради которого я должна теперь напрячь все свое тело, сесть в красивую позу с выпрямленной спиной, в попытке понять, как я выгляжу с его ракурса. Выигрышно ли? Для чего? Конечно, для того, чтобы он в меня влюбился. А вот тут загвоздка. Она в том, что серьезных отношений я всегда избегала, поэтому по закону моей фантазии его влюбленность — это финальная точка в наших отношениях.
Тут нет речи о моей влюбленности в ответ, об отношениях, о свадьбе. Мне нужно только внимание, получив которое я могу двигаться дальше. Главное, что 3-летняя Ирина получила наконец-то то, чего была лишена так рано. Так что вот такой результат моего целибата. Осознание древних паттернов и их перестройка. После чего произошла буря, взрыв, туман и затем, наконец, ясное небо. Пока ты не познаешь цену своему времени, своим силам и своим чувствам, ты будешь соглашаться на меньшее, чем заслуживаешь на самом деле. Так я и поняла, сколько сил я тратила на поиски внимания, сколько времени я отнимала у себя тревожными мыслями о потенциальном романе или поцелуе, сколько чувств я испытывала без возможности выразить их вслух. Все это я делала, исходя из своих фантазий, из своих тревожных сценариев, в которых я пряталась от реальной жизни, которая однажды меня так сильно обидела. Сейчас я знаю, каково это жить без этого паттерна, как спокойна моя жизнь и моя нервная система без постоянного поиска любви. Я знаю, что в одиночестве я все еще могу получить это только от себя. Никто не придет и не спасет меня от моих тревог, от моих травм. Поэтому самое время научиться быть для себя именно той, в ком раньше ты так нуждалась. Плакать я не буду. Нет. Все это, чтобы планка не была у самого плинтуса, а-ля «О, боже мой, он посмотрел в мою сторону», но мне комфортно быть рядом с ним в грустных чувствах. Я могу говорить ей о своих границах, честно. Нет такой штуки, как слишком высокая планка, где-то там есть человек, который готов дотянуться до нее, даже не вставая на цыпочки.